Приветствую вас на канале Рукоделки-посиделки, и сегодня мы будем с вами вязать вот такую лошадку, гламурку. Я вам ее покажу, расскажу. Рост ее 22 сантиметра. Вот такая она красавица, гривка, хвостик, сарафанчик. Вот такую девочку мы сегодня с вами свяжем. И давайте я вам расскажу, какие материалы нам понадобятся, чтобы связать вот такую лошадку. Я пока ее отложу. И нам с вами понадобится основной цвет, цвет губок и платьице. Основной цвет я использовала вот такую ниточку Yarn Art Cotton Soft. Здесь метраж в 100 грамм этой ниточки 600 метров. Это у меня основной цвет, полухлопок. Губки и платьицы я вязала из Alize Forever. Метраж точно такой же, 600 метров на 100 грамм, но это стопроцентный акрил. Крючок я использовала 1,6. Вы можете брать такую ниточку, метраж такой ниточки, если хотите, чтобы ваша лошадка была вот точно такая, как у меня, 22 сантиметра. Можете взять другую ниточку, более толстую, тогда у вас просто она получится больше. И, соответственно, крючок тоже возьмите. Итак, с ниточками мы определились. Крючок у нас есть. Что нам еще понадобится? Если будете вставлять каркас, нам с вами понадобится проволока. Для волос нам надо с вами лента волос. У меня она вот такая. Можно, кстати, взять покороче, в половину короче, если для такой лошадки, как у меня. Вот. Это у меня все осталось из одной ленты. То есть вам, в принципе, хватит половины ленты волос, искусственных волос. Нам нужны волосы. Дальше. Нам с вами понадобятся ресницы. Обратите внимание, у меня такие плотные ресницы. Если у вас нету подобных ресниц, я вам советую воспользоваться, как вариант, я использовала тоже, купить вот такие накладные реснички. И пополам их вот так отрезать и использовать. Они еще и на клею будут легко, можно будет использовать. И точно так же использовать их как глазки. Тоже будет очень красиво. Это если у вас нету вот такого варианта. В общем, это тоже такой хороший способ, дешево и сердито. Значит, реснички у нас с вами есть. И нам еще понадобятся глазки. У меня вот такие глазки. Я вам покажу. Можете взять другие. Просто скажу вам, какой размер. 1 сантиметр. Диаметр глазок 1 сантиметр. Нам нужно будет 2 штучки. Ну все. Если мы с вами собрали ниточки, глазки, то мы можем начать с вами вязать нашу лошадку-гламурку. И начнем мы с вами вязать с ножки. Мы будем вязать ножку. Ну что, поехали. Прежде чем мы начнем с вами вязать нашу лошадку, я хочу вам показать один нюанс. Это мы с вами забегаем наперед. Смотрите, чтобы не было никаких перекосов, хочу обратить ваше внимание, когда мы будем вязать ножку, у нас окончание ряда будет в центре, начало окончания ряда. И смотрите, насколько ровненько у меня идут
ряды. Нету перекоса, идут достаточно ровно. Точно так же я могу вам показать и на этой. Видите, достаточно ровно идут ряды, не перекашиваются. Что же для этого нужно? Я вам рекомендую, если вы хотите, чтобы у вас получилась эта лошадка, то вязать мы с вами будем все столбики крестиком. То есть, смотрите, мы с вами вводим петлю и захватываем ее снизу, выводим и провязываем. Вяжем только так, и вязание у вас не будет уходить в сторону. Вводим крючок и захватываем крючком сверху нить. Не делаем так, не снизу. Так не надо. Нет, нет, нет. Мы вводим крючок и захватываем сверху. И тогда у нас с вами не будет никакого перекоса в вязании. Ну что, давайте начнем наше вязание. Вяжем крестиками, чтобы у нас была ровная ножка. И давайте начнем наше вязание. Начнем мы вяжем с вами цепочку из 5 воздушных петель. И дальше с второй петли от крючка мы провязываем 3 столбика без накида. Первый, дальше второй и третий. У нас с вами остается последняя петля. В нее мы провязываем 3 столбика без накида в одну петлю. Первый столбик сюда же, второй столбик и третий. Мы, получается, с вами поворачиваем и продолжаем вязание по кругу. У нас с вами 2 столбика без накида идут дальше. 1 столбик и в следующую петлю второй столбик. И последняя петелечка, туда мы с вами провязываем прибавку. То есть 2 столбика в одну петлю. И во втором ряду у нас с вами должно получиться 10 столбиков без накида. Маркер. Используем ниточку контрастного цвета. И третий ряд будем вязать с вами. И начнем с прибавки. Нашли петлю первую. И сюда мы вяжем прибавочку. Дальше у нас идут 2 столбика без накида. Первый и второй. Тут будьте внимательны. Дальше у нас идут 3 прибавки подряд. Первая прибавка. Вторая прибавка. И третья прибавочка. Замечательно. Остается у нас с вами 3 петли. Мы вяжем 2 столбика без накида. Первый. Следующая петля. Второй столбик без накида. Провязываем. И последнюю петлю мы с вами вяжем прибавку. Одну и вторую, 2 прибавки подряд. Первая прибавка и вторая прибавка. В третьем ряду у нас с вами должно получиться 16 столбиков без накида. Можете себя проверить. Ниточку переносим, маркер наш. И четвертый ряд у нас будет разнообразный. Будут прибавки. Давайте свяжем. Первая петля столбик без накида. Вторая прибавка.
Дальше у нас с вами идут 2 столбика без накида. Первый, второй. И потом у нас с вами будет повторяющийся раппорт. Столбик без накида, прибавка. Так повторим 3 раза. Столбик без накида, прибавка. Еще один раз. Столбик без накида, прибавка. И третий раз. Столбик без накида и прибавочка. Продолжаем наше вязание. Дальше мы вяжем 2 столбика без накида. Первый и второй. И снова у нас будет раппорт. Столбик без накида, прибавка. И еще один раз столбик без накида, последняя прибавка. И в 4-м ряду у нас с вами должно получиться 22 столбика без накида. Переносим маркер и начинаем вязать 5-й ряд. Сначала мы с вами провяжем 2 столбика без накида. Первый, второй. Следующая петля у нас идет прибавка. И снова вяжем 2 столбика без накида. Первый, второй. Дальше у нас будет повторение. 2 столбика без накида, прибавка, повторим 3 раза. Первый столбик без накида, второй, прибавка. И еще 2 раза точно так же. Первый столбик без накида, второй и прибавка. И еще один раз 2 столбика. И прибавка. Дальше мы вяжем 2 столбика без накида. Первый и второй. И снова у нас будет раппорт 2 столбика без накида, прибавка. И еще один раз повторим. 2 столбика без накида и прибавка. И в 5-м ряду у нас с вами должно получиться 28 столбиков без накида. Последняя петля у нас будет с вами прибавка. Это подошва ножки лошадки. И 6-й ряд мы с вами будем вязать петля в петлю. Но единственный момент, мы с вами будем вязать за заднюю стенку петли. Давайте с вами не за переднюю, а за заднюю стенку петли. Я сделаю это в ускоренном режиме. И сможем с вами дальше приступить уже скоро к 7-му ряду. Замечательно. Последний столбик. Готово. И смотрите, у нас такая получается косичка. Дальше мы будем вязать вверх. У нас будет формироваться уже, ну, не копытце, а как бы башмачок. Продолжаем вязание, как обычно, за 2 доли петли. И 7-й ряд мы начинаем с вами вязание 7 столбиков без накида.
подряд 7 столбиков без накида. Так, и дальше у нас с вами идет такой раппорт. 2 столбика без накида, убавка. Так повторяем 3 раза. Первый столбик, второй столбик без накида. Дальше делаем убавку. Так, крючок соскочил, убавка. И так еще 2 раза. 2 столбика без накида, убавка. И третий раз 2 столбика без накида, убавка. И до конца ряда у нас с вами остается 9 столбиков без накида. Вяжем их. В 7 ряду у нас с вами должно получиться 25 столбиков без накида. Вяжем до конца, столбик в столбик. Замечательно. 8 ряд похожий. 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой столбик без накида и 7. Дальше у нас будет схема такая: столбик без накида, убавка, повторим 3 раза. Столбик без накида, затем делаем одну убавку, еще один раз, столбик без накида, убавка, и последний раз столбик без накида, убавочка. До конца ряда у нас с вами остается 9 столбиков без накида, которые мы с вами и провязываем. И в 8 ряду у нас с вами 22 столбика без накида. Так, ну и вот мы подошли к завершению 8 ряда. Переносим маркер. 9 ряд у нас с вами будет 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и 7 столбик. Дальше мы будем с вами вязать 3 убавки подряд. Делаем первую убавку. Дальше вторая убавка. Тут будьте внимательны, чтобы не пропустить петелечку. Замечательно. И еще одна третья убавка. Дальше мы с вами вяжем 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и 7. И остается у нас с вами 2 петли, из которых мы делаем убавку. Последняя у нас убавка. И в 9 ряду у нас с вами должно остаться 18 столбиков без накида. Вот смотрите, вот такой туфелек получается, копытце туфелек. Так, маркер переносим. И смотрите, тут такой момент. Мы можем с вами сейчас вставить
картоночку, чтобы ножка была, ну, плотненько стояла, держала форму. Я вырезала по ножке, вот так замерила, обвела, вырезала из картонки. Теперь мы внутрь вставляем и уже потом набиваем холофайбером. Ну, я бы вам советовала набить чуть-чуть попозже, чтобы сейчас было удобно держать этот туфелек и вязать дальше. 10 ряд вяжем 4 столбика без накида, убавка. Первый столбик, второй, третий и четвертый. Следующий мы делаем убавку. Одну. И повторяем точно так же еще 2 раза. 4 столбика без накида. Давайте я включу ускоренный режим. Тут не очень удобно мне держать туфельку, но схема понятная. 4 столбика без накида, убавка, повторяем 3 раза. В 10 ряду у нас с вами должно получиться 15 столбиков без накида. Вот такое остается немножко нечетное количество петель. И последняя у нас с вами будет убавка. Маркер переносим. Следующий 11 ряд мы будем с вами вязать без изменения, петля в петлю, и провяжем с вами 15 столбиков без накида. Давайте свяжем это быстро. 11 ряд, 15 столбиков без накида. У меня копытца золотистые у лошадки, но взяла я на примере вязать коричневой пряжи, потому что золотистая у меня такая она не очень фотогеничная, скажем так. Не очень хорошо видно ею вязать было. Ну, надеюсь, вам все понятно и несложно вязать со мной гламурку лошадку Глорию. 12 ряд. Вяжем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. И делаем убавку. Одну. И повторим так точно так же еще 2 раза. 3 столбика без накида. Первый, второй и третий. И делаем убавку. И еще 1 раз. 3 столбика без накида. И последняя у нас убавка с вами. В 12 ряду у нас 12 столбиков без накида. И это последний ряд, где мы будем вязать цветом копытца. Поэтому берем с вами ниточку другого цвета, основного. Можете, кстати, уже набить ножку. Вам так будет проще потом. Вот у меня, видите, золотистая эта ножка была. И продолжу я уже вязать тогда с золотистым ножкой копытцем. Дальше. И чтобы поменять цвет красиво, мы с вами уберем маркер. Возьмем основной цвет, у меня бежевый. И вводим наш основной цвет. Для этого мы последнюю убавку закончим, как бы сделаем протяжку основным цветом. Захватываем нить и выводим. И дальше мы будем с вами вязать по кругу с 13 по 23 ряд 12 столбиков без накида, 11 рядов подряд.
Конечно же, давайте я сделаю это за кадром, и мы с вами уже увидимся на 24 ряду. Я вам советую наполнить ножку холофайбером сейчас. Это будет намного проще, чем потом ее набивать. Так. Ну все, я пошла вязать за кадром. Вяжем. Вот эту, кстати, ниточку я уже обрежу, она не нужна будет, золотистая. Все хвостики ввязываем, внутрь прячем и вяжем вверх 11 рядов. Так, я уже связала. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Готово. Вот такая ножка у меня получается. Я буду наполнять дальше холофайбером, но чуть позже. Так как я буду вставлять каркас, я сделаю это чуть позже. Вы можете вставлять, можете не вставлять на ваше усмотрение. 24 ряд мы вяжем 3 прибавки подряд. И хочу обратить ваше внимание, чтобы начало ряда у вас было посередине, потому что мы с вами формируем, как бы сказать, икру ноги нашей лошадки. Провязали 3 прибавки. Вот видите, 3 прибавочки. Дальше у нас с вами идет такой раппорт. Столбик без накида, 1 прибавка, и столбик без накида. Так повторим еще 2 раза. Давайте. Столбик без накида, прибавочка, столбик без накида. И 3 раз, столбик без накида, прибавка, столбик без накида. И в 24 ряду у нас с вами должно получиться 18 столбиков без накида. Вот так мы с вами провязали. Дальше у нас будет 4 ряда подряд. Мы будем вязать с 25 по 28 ряд по 18 столбиков без накида. 4 ряда. Поэтому я вот так уложу маркер, чтобы легче было считать. И давайте я провяжу это за кадром. Вы нажмите на паузу и увидимся с вами уже в 29 ряду. Так, ну вот я провязала. Считаем. 1, 2, 3, 4. 4 ряда готово. Как видите, я вставила уже проволоку, набила холофайбером ножку. Вы можете этого не делать, если вам не нужна каркасная игрушка. Просто плотно наполните холофайбером, и ножка будет хорошо держаться. Продолжим. 29 ряд вяжем 3 убавки подряд. Одну провязали, 2 убавка и 3. 3 убавки подряд. Чудесно. Дальше повторим раппорт из столбика без накида, 1 убавки, беру хвостик, и столбика без накида. Вяжем так еще 2 раза. Столбик без накида, убавка, столбик без накида. И еще 1 раз столбик без накида, убавка, столбик без накида. В 29 ряду у нас с вами 12 столбиков без накида. 30 ряд легкий, столбик без накида, 1 убавка,
Подхватываем. И до конца ряда у нас остается с вами 9 столбиков без накида. Провязываем 9 столбиков без накида. В 30 ряду 11 столбиков без накида должно получиться. Это у нас с вами такая как бы коленочка получается у лошадки. Так, заканчиваем. 31 ряд у нас будет легкий. Немножко подтяну, чтобы не мешал мне маркер. Мы вяжем с вами столбик в столбик, 11 столбиков без накида. Не делаем ни прибавок, ни убавок. 31 ряд, 11 столбиков без накида. Я немножко ускорюсь. А дальше мы будем делать с вами уже прибавки. И будет формироваться бедро лошадки. Итак, 32 ряд. Мы делаем 4 прибавки подряд. Будьте внимательны. Делаем первую прибавку. Дальше вторую прибавку. Третью. И четвертую прибавку. Схема вязания дальше такая: столбик без накида, прибавка. Повторяем 3 раза. Столбик без накида, прибавка. Второй раз столбик без накида, прибавка. И третий раз столбик без накида, прибавка. И делаем еще одну прибавку. Последний столбик. Итак, в 32 ряду у нас с вами должно получиться 19 столбиков без накида. 33-34 ряд мы вяжем без изменений по 19 столбиков без накида. Давайте я сделаю это за кадром и увидимся уже с вами на 35 ряду. И тут у меня произошел коллапс, я не включила на запись, и 31 ряд не записался. Поэтому прошу вас, просто провяжите по этой схеме. Вяжем 3 столбика без накида, прибавка, столбик без накида, прибавка, потом повторим раппорт 3 раза, 3 столбика без накида, прибавка, и последний у нас будет столбик без накида. В 35 ряду у нас с вами получится 24 столбика без накида. Я думаю, что у вас все получится. И тут я вернулась, включила камеру и продолжаем вязать. 36-37 ряд мы вяжем без изменений по 24 столбика без накида. Я не буду вас утомлять своим вязанием, поэтому сделаю это за кадром. И увидимся уже с вами на 38 ряду. У нас осталось совсем немножко с вами вязать. Скоро мы закончим вязать ножку. Я провязала. 38 ряд. Вяжем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Следующий делаем прибавку. И так повторяем еще 3 раза. 5 столбиков без накида, прибавка. В 38 ряду у нас с вами должно получиться 28 столбиков без накида. И я немножко ускорюсь. Так, ну и вот я заканчиваю уже вязать 38 ряд.
Дальше мы с вами 4 ряда подряд вяжем по 28 столбиков без накида с 39 по 42 ряд. И я тоже сделаю это за кадром. И расскажу вам дальше, как вязать 43 ряд. Вяжем 4 ряда подряд. Провязала первый, второй, третий, четвертый. Готово. 43 ряд. У нас уже будут убавки идти, формируется заключительная часть бедра. Мы вяжем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый и пятый столбик без накида. И делаем одну убавку. И точно так же повторяем еще 3 раза. 5 столбиков без накида. Убавка. В 43 ряду у нас с вами должно получиться 24 столбика без накида. Вяжем так до конца ряда. У нас осталось с вами 4 ряда провязать. И ножка будет полностью готова. Пока я вяжу, скажу вам вот такой момент. Вот это каркас, который у меня используется, вы его просто загните уже в следующем ряду, чтобы он у вас не торчал, как у меня. Можно наполнить холофайбером хорошенько ножку сейчас, потому что дальше у нас все равно будет уже идти сужение. И 44 ряд вяжем с вами по схеме 4 столбика без накида, убавка. Так повторим 4 раза. И в 44 ряду у нас с вами должно остаться 20 столбиков без накида. И еще 3 раза повторяем. Так, 4 столбика без накида, убавка. Я себя проверяю, чтобы нигде не ошибиться и не потерять петельки. Так, подходим к заключительному этапу. В 45 ряд мы вяжем 2 столбика без накида, убавка. Так повторим 5 раз. И в ряду у нас с вами должно остаться 15 столбиков без накида. Вяжем так до конца. Давайте я свяжу это за кадром, и мы с вами уже увидимся на 46 ряду. Вот здесь. Наполните холофайбером плотненько. Само бедро плотно слишком не наполняйте, чтобы оно было такое мягенькое, чтобы легче было его пришивать. 46 ряд вяжем столбик без накида, убавка, повторим так 5 раз. У нас с вами должно остаться 10 столбиков без накида по кругу. Столбик без накида, убавка. Столбик без накида, убавка. И еще раз хочу обратить ваше внимание. Если вы вяжете на каркасе эту проволоку, она у меня осталась, вы ее уберите вовнутрь, просто спрячьте ее. Не обращайте внимания, что на видео у меня торчит проволочка. Я потом перевязывала и ее внутрь прятала. Ну и последний у нас с вами 47 ряд. Мы вяжем 5 убавок подряд. Первая убавка. Вторая убавка. Третья.
Подхватываю ниточку. 4-я. И последняя, 5-я убавка. Ниточку мы с вами обрежем, но единственный момент, оставьте ниточку подлиннее, чтобы ею можно было потом пришить ножки к телу. И закрепляем нить. Все, осталось нам с вами стянуть, как обычно мы это делаем за полупетли, за 5 полупетель и стянуть. Итак, мы связали с вами 2 ножки. В следующей части мастер-класса мы свяжем 2 ручки. Если вам понравилось со мной вязать лошадку-гламурку, поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий, какого цвета у вас будет гламурка. Мне будет очень приятно. И до новых встреч. Пока-пока.